Миллионы людей любят и ценят Тбилиси за неповторимую атмосферу старого города. Действительно здорово, когда можешь заглянуть в выложенное нетускнеющим мрамором парадное, оказаться во дворе, окруженном хороводом резных балконов. В оригинале, без наслоения новодела и безбашенной реставрации, увидеть архитектуру Ренессанса, модерна и даже мавританского стиля. Есть только одно «но». На фоне этой умилительной, пусть и не всегда бодрой аутентичности, теряется то, что стало частью городского ландшафта гораздо позже, в советское время. Как ни странно это прозвучит, но я о модернизме 60-х, 70-х годов 20 века. В те годы в СССР много и часто строили такого, что удивляло размерами и какими-то несовместимыми с советским образом жизни идеями. Театры, дворцы спорта, вокзалы, административные и даже партийные здания. Архитекторы словно забыли, в какой стране живут и кому служат. Ни тебе гербов, звезд или помпезной имперской классики. Только всепоглощающая форма, объемы сродни элементам межгалактических станций и пространства, в которых легко терялся человек. Здесь, в столице Грузии, сохранилось немало ярких и по-настоящему ценных образцов такой архитектуры. Вот, например. Или нет, вот. В общем, о некоторых из них и пойдет речь. Пожалуй, у этого здания не меньше прав называться символом Тбилиси, чем у крепости Нарикала или храма Сиони. Прозаическая функция, ради которой создавался проект, если и ложилась на него серой тенью, то лишь в тот момент, когда звучало название – «Министерство». Сегодня уже не все и помнят, какое именно. Кто-то говорит «Министерство дорожного строительства», кто-то называет его «Министерством автодорог». Но разве это важно, когда речь идет о таком сооружении? Его автор, архитектор Георгий Чехава, приобрел известность в республике еще в 50-е годы. Очень деятельный человек был Чехава. Чехава начинал свою жизнь в Союз-Дор-проекте. Он продвигался, говорят, что он хорошо знал сына Лаврентия Павловича. Он тогда был молодым, и его проекты 52 года, его можно на Костава 76 посмотреть, сталинский дом для сотрудников Тбилавтодора, но это совершенно в тех рамках того времени. В 60-е он заявил о себе на всесоюзном уровне. Его проект автовокзала в Ялте был признан лучшим в Республике Крым. Само здание стало во многом каноническим для объектов транспортной инфраструктуры. В последующие годы прямоугольные конструкции со стекленным фасадом тиражировали повсеместно. Он очень доверял молодым, которые больше читали о современной архитектуре, и это общение дало хороший результат. Наверняка еще на стадии проекта Георгий Чехава понимал, что здание министерства – это возможность выйти на качественно новый уровень. Был такой мировой тренд – решать утилитарные задачи с помощью неординарных идей и конструкций. И почему, спрашивается, грузинские архитекторы должны оставаться от него в стороне? Это очень оригинальная конструкция. Правда, она ассоциируется с авангардом, с горизонтальными небоскребами, которые создал Лисицкий, и были еще некие зарисовки Хидагела. Но отличие было в том, что это творчески было переосмыслено, потому что эта структура, она оказалась очень удобной для строительства на сложном рельефе. Чехава вместе с молодым коллегой и партнером по этому проекту Зурабом Джалаганией предложил концепцию пространственного города. Проводилась параллель между будущим зданием и лесом. В живой природе жизнь не ограничивается корнями и кроной. На промежуточных уровнях тоже существуют организмы, и никто никому не мешает. Точно так же должен действовать и архитектор, чтобы создаваемые им объекты не разрушали ландшафт, а по возможности становились его частью и занимали минимум места. Лучшим подтверждением таких слов стали габариты министерского офиса. При общей площади 16 тысяч квадратных метров он занимал лишь 450 квадратных метров участка. Природный парк у подножия здания, плющ, очень скоро облепивший его стены, тоже, как говорится, были в тему. Да и сама урбанистическая конструкция вполне может заиграть неожиданными красками.
3 башни, соединенные на разных уровнях горизонтальными объемами, плюс что-то вроде недоразвитых отростков. На что похоже? Лично мне это напоминает обрезанный платан. В Тбилиси их видимо-невидимо. Но, может, архитектор имел в виду что-то другое? Может быть, а может и не быть. Как говорится, образы и метафоры – дело субъективное. В данном проекте едва ли не ключевым был вопрос, как будет решена задача удержания горизонтальных объемов. На картинке это кубики, а в жизни сложные расчеты, которые предполагают использование того или иного материала, той или иной технологии. Он хотел это сделать из железобетона. Но оказалось, что это будет очень дорого, и побоялись. Был какой-то лимит для строительства. Если он превышал 2 или 3 миллиона, надо было все утверждать в Москве. А он сделал такую конструкционную схему, которую посчитал ниже этой грани. Так, благодаря желанию избежать повышенного внимания и опеки со стороны центра, родилась идея использовать металлические фермы вместо железобетонного монолита. К вертикальным башням их крепили с помощью треугольных металлических рам консолей. Дальше обкладывали кирпичом или блоками. Консоли прекрасно видны и сегодня, даже с земли, и совсем не портят вид. Он изменил конструктивную схему, она стала легче. То, что сейчас мы видим, эта конструкция подвешена к этим башням. Здание получилось, его оценили. Была восторженная пресса, отзывы профессионалов. После такой работы жизнь архитектора, как правило, меняется. Обрушивается поток заказов и предложений со всего мира. Но не будем забывать, в какой стране все происходило. За железным занавесом все было иначе. Никаких заманчивых предложений и заказов не было. Скорее всего, архитектор на них и не рассчитывал. Он сосредоточился на небольших прикладных задачах внутри Грузии. Им были запатентованы сборные конструкции из бетонных деталей. Они позволяли строить быстро и с выдумкой. В республике технология пользовалась особым спросом при возведении автобусных остановок. В Батуми сохранилось кафе «Фантазия», правда, теперь уже в качестве уличной скульптуры. Над этим проектом Чехава трудился в составе коллектива авторов. Что до здания министерства, то оно исправно служило дорожному строительству вплоть до распада СССР. А потом министерство упразднили. Объект остался без хозяина. В 90-е годы Грузии точно было не до архитектуры. Тем не менее, конструкция уцелела, а значит, выдержала испытания временем. В 2006 году Банк Грузия выкупил сооружение и провел его модернизацию. В результате рядом с главным входом появился стеклянный куб. Единственное дополнение оригинального проекта. Тут бы нам и поставить точку, а то и восклицательный знак. Но есть одна деталь, лично мне не дающая покоя. Она мелкая, потому что выглядит как совпадение, стечение обстоятельств, но и существенная. В 1968 году Георгий Чахава вступает в должность заместителя министра дорожного строительства Грузии. А еще через пару лет он возглавляет строительство здания министерства по собственному проекту. То есть заказчиком и исполнителем оказывается представитель одной организации, и, что не менее любопытно, в лице одного человека. Что это? Конфликт интересов или использование служебного положения? Я так не думаю. Во-первых, он был один из выдающихся архитекторов. Он был авторитетом. Потому он стал заместителем министра, что у него очень хорошая творческая биография. Тем не менее, с позиции дня сегодняшнего выглядит неоднозначно. А с позиции того советского времени для начала попробуем его представить. Солнечная Грузия. Маленькая советская республика, в которой почти буквально все друг друга знают. А раз так, то взаимопомощь и взаимовыручку никто не отменял. Помните, как в Мимино? Тетя Нина, на 4-ю базу завезли новые парты, экспериментальные. У нас там кто-нибудь есть? В молочном комбинате еще лучше. Нуждался ли Георгий Чехава в чьем-либо содействии, чтобы продвинуть проект и самому возглавить его реализацию, трудно сказать. У замминистра и так немалый административный ресурс. Использовал ли он его и для чего, судите сами. На проект здания не объявлялся конкурс. Это заказ министерства. Там же его разработало проектное бюро. После согласования всех деталей и одобрения города для строительства объекта организовали специальное управление в составе треста, занимавшегося дорогами и мостами. Как заместитель министра и архитектор Георгий Чехава играл определяющую роль на каждом из этапов.
Правда, ни в то время, ни сегодня никто из представителей архитектурного сообщества не увидел в такой концентрации полномочий ничего предосудительного. Говорят, большая стройка всегда монархия, в которой решает и распределяет обязанности одно лицо. Главный архитектор или замминистра не суть важно. Необычна данная ситуация только тем, что человек в чиновничьем кресле стал не просто проводником по коридорам бюрократической вертикали, но и реально работающим звеном. Лично проектировал, лично организовывал, лично руководил работами. Как говорится, взял на себя всю полноту ответственности. Возможно, благодаря этому и получилось замечательное гармоничное здание. Морали у этой истории нет. Есть только счастливый финал. А такой даже с шедеврами не всегда случается. У грузинского модернизма будет продолжение. Так что ждите. А пока можете подписаться на канал Архистория, поделиться ссылкой на видео и поставить свою оценку. До встречи!